Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Дэниел Крейг – британский актер театра и кино, ставший всемирно известным после роли Джеймса Бонда. Его глава в «Бондиане» закончилась, и, как говорит сам Дэниел, он оставляет эту роль в лучшем состоянии, чем когда ее взял. Но помимо «Агента 007» в активе Крейга множество других ролей, поэтому по просьбам наших подписчиков мы сделали это видео. Микс-шоу представляет. Джеймс Бонд. Как живет Дэниел Крейг и сколько он зарабатывает? Дэниел Роутон Крейг родился в английском городе Честер 2 марта 1968 года и имеет английские, валлийские, шотландские и ирландские корни. Его мать Кэрол Оливия была учительницей рисования, а отец Тимоти Джон Рутон Крейг служил в торговом флоте, работал инженером на сталелитейном заводе, прежде чем стать хозяином 2 пабов. У Крейга есть старшая сестра по имени Ли. Когда Дэниелу было 4 года, его родители развелись, и мать вместе с детьми переехала на полуостров Уиррал. Она начала работать в Ливерпульском театре и увлекла этим искусством сына. Мальчик проводил время за кулисами в зрительном зале, а с 6 лет участвовал в школьных спектаклях. Через несколько лет его мать снова вышла замуж за известного художника Макса Блонда, и у Крейга появился сводный брат Филипп. Со своим родным отцом, который тоже создал новую семью, Дэниел никогда не прекращал общение вплоть до его смерти в 2020 году. Несколько раз Крейг-старший появлялся на премьерах фильмов своего сына и любил утверждать, что именно он первым разглядел у Дэниела актерский талант и предсказал ему успешную карьеру. В детстве Крейг сменил несколько школ и особого энтузиазма к учебе не проявлял. Зато он с большой охотой читал, занимался музыкой, принимал участие в спектаклях и играл в регбийной команде. Занимаясь регби, Дэниел повредил плечо, и спустя много лет оно стало беспокоить, из-за чего пришлось делать операцию. В 16 лет Крейг прошел кастинг в Национальный молодежный театр и переехал в Лондон. Чтобы оплачивать жизнь в столице, он подрабатывал в ресторанах, совмещая обязанности официанта, мойщика посуды и уборщика. В составе театральной труппы во время гастролей он выступал во многих странах, в том числе приезжал и в Москву. С тех пор ему полюбилась русская кухня. Чтобы усовершенствовать свое актерское мастерство, Крейг поступил в Гилдхоллскую школу музыки и драмы, но удалось это только с 3-й попытки в 1988 году. Молодой человек проучился в этом престижном учебном заведении 3 года. В 1991-м Дэниел познакомился с актрисой Фионой Лоуден, а уже в следующем году влюбленные сыграли свадьбу. Вскоре у них родилась дочь Элла, но спустя 4 года после свадьбы супруги разошлись, сохранив приятельские отношения. За это время Крейг дебютировал в кино, снявшись в спортивной драме «Сила личности», после чего последовали эпизодические роли в таких сериалах, как «Ковингтон Кросс», «Бун», «Зорро», «Приключения молодого Индианы Джонса», «Биение сердца» и других. Не оставил актер и работу в театре, а в следующие годы появился в семейном фэнтези «Первый рыцарь при дворце короля Артура», сериалах «Наши друзья на севере», «Байки из склепа», «Успехи и неудачи Молл Фландерс», «Ледяной дом», «Голод» и драме «Одержимость». С 1997 года Дэниел встречался с немецкой актрисой Хайке Макач. Они часто появлялись вместе на светских мероприятиях и даже были помолвлены, но до свадьбы так и не дошло. Пара рассталась в 2004 году. В 1998-м Крейг сыграл любовника художника Фрэнсиса Бэкона в фильме «Любовь – это дьявол». У меня дела. Надо будет повидаться с теми, кто будет мне рад. Знаешь, Фрэнсис, у меня и до тебя была жизнь. И получил за эту роль премию Эдинбургского кинофестиваля. В том же году он сыграл одного из заговорщиков в исторической драме «Елизавета». Затем фильмографию англичанина пополнили картины «Любовь и ярость», в июле 1916-го «Битва на Сомме», «Я мечтал об Африке», «Отель Сплендид», «Меч чести». Но особое внимание критиков привлекла комедийная драма «Голоса». В ней Крейг перевоплотился в больного шизофренией, который влюбился в женщину после выписки из психиатрической больницы.
Представь, если бы мы не встретились. Если бы мы встретились с другими, не теми людьми, и прожили бы с ними всю оставшуюся жизнь, погрязли бы в этой безумной рутине. После этого актер получил приглашение работать в Голливуде в фильме «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 2001 года. Лара. Привет, Алекс. Ты думаешь, что я неразборчивый деляга, который ради денег пойдет на все? Да, так и есть. Ты провалишь насчет денег. А слова исполнительницы главной роли Анджелины Джоли о том, что ее коллега потрясающе целуется, подогрел интерес к его персоне. В следующие несколько лет Дэниел снялся в фильмах «Проклятый путь», «На 10 минут старше Виолончель», «История матери», «Сильвия», «Терпеливая любовь», «Слоеный торт», «Пиджак», «Без судьбы», «Архангел», «Мюнхен», «Дурная слава» и принял участие в озвучке мультфильма «Ренессанс». В октябре 2005 года продюсеры следующего фильма «Бондианы. Казино Рояль» объявили Дэниела Крейга новым Джеймсом Бондом. О своем утверждении на роль актер узнал, когда делал покупки в супермаркете. Он не мог похвастаться этим даже своей семье, поэтому просто взял водку, вермут, шейкер и бокалы, чтобы впервые в жизни сделать себе мартини. Новый Бонд вызвал недовольство фанатов. Внешность Крейга действительно не соответствует каноническому описанию. Он блондин, ростом 178 сантиметров и коренастого телосложения. Да и сам актер долго сомневался, стоит ли ему соглашаться на роль. Однако Дэниела поддержали многие актеры, которые ранее играли агента 007. Пирс Броснан, Тимоти Далтон, Шон Коннери и Роджер Мур. А после выхода картины «Казино Рояль» на экраны в ноябре 2006-го все критики признали свою неправоту. Его чисто убивать? Или так, чтобы донести до них мысль? Он нужен нам живой. Фильм бил рекорды в прокате и стал самым кассовым за всю историю «Бондианы», и актер получил за свою работу $3,2 миллиона. Кроме того, Дэниел стал первым актером, номинированным на премию «Бафта» за роль Джеймса Бонда. Чтобы подготовиться к роли, Крейг прочитал все романы Яна Флеминга и поговорил с агентами Моссада и британской секретной службы. А еще ему пришлось бросить курить и регулярно тренироваться в спортзале. Результаты этих трудов зрители оценили в сцене выхода из воды в голубых плавках, который сам актер, к слову, ненавидел. Появилось даже мороженое на палочке в виде торса Крейга Бонда в этих самых плавках. Дэниел Крейг не только первый актер, который моложе самой Бондианы, но и первый, кто перестал трясти коктейли мартини, ответив на вопрос бармена «мне без разницы». Мартини с водкой. Вам сболтать? А мне без разницы. Эта фраза была чистой импровизацией, но вошла в фильм. Еще на съемках актер потерял 2 передних зуба во время первой же экшн-сцены, и его дантисту пришлось лететь из Лондона, чтобы заменить их. Англичанин признается, что никогда не мечтал сыграть Джеймса Бонда. В детстве ему больше по душе были Супермен, Человек-паук, Человек-невидимка или даже ковбои, но никак не агент Ми-6. В дальнейшем он не раз предпринимал попытки избавиться от этого образа, хотя в итоге признал, что перевоплощаться в Джеймса Бонда все же было интересно. На волне популярности в 2006 году журнал Esquire признал англичанина самым стильным мужчиной в мире, а зрители увидели его в фантастическом триллере «Вторжение». Картина снималась долго и с трудом. Сменялся режиссер, сценарий переписывался и приходилось останавливать съемки, чтобы Крейг съездил на пресс-конференцию для «Казино Рояль». В итоге фильм даже не окупился. В конце 2007 года вышло семейное фэнтези «Золотой компас», после чего актер вернулся к образу спецагента в «Кванте милосердия», мировая премьера которого состоялась 29 октября 2008 года. Ну, только бездушный человек не захотел бы отомстить за любимую женщину. Я не буду мстить. За меня не беспокойтесь. Я о нем забыл. И о ней тоже. Действие фильма происходит буквально спустя час после финала «Казино Рояль». На съемках Дэниел получил травму. Ему пулей срезало кончик пальца, из-за чего стерся след, и с него нельзя снять отпечаток. Фильм насыщен трюками, многие из которых актер старался выполнять сам.
Так, например, он действительно выпрыгнул с 3-го этажа здания на крышу двигающегося грузовика. Это первая серия франшизы, в которой ни разу не произносится знаменитая фраза «Бонд, Джеймс Бонд», потому что режиссер картины решил, что она плохо работает в этом фильме, и убрал сцену на этапе монтажа. Гонорар исполнителя главной роли вырос до $7,2 миллиона, а кассовые сборы превысили 580 миллионов. При этом создатели картины признали ее не самой удачной из-за забастовки сценаристов. Дорабатывать сюжет пришлось продюсерам и режиссеру уже по ходу съемок, пытаясь заставить историю работать в необходимом ключе. В том же 2008 году Дэниел появился в драме «Воспоминания неудачника» и сыграл польского еврея, создавшего партизанский отряд во время Второй мировой войны в военной драме «Вызов». Фильм получил противоречивые отзывы, но окупился в прокате. В следующем году Дэниел Крейг сыграл вместе с Хью Джекманом в бродвейской постановке «Затяжной дождь». На премьере спектакля он был в компании своей невесты, кинопродюсера Сацуки Митчелл. Они встречались 5 лет и собирались пожениться, пока в 2010 году Дэниел не разорвал помолвку. Говорят, что он не отвечал на звонки и сообщения бывшей, а затем и вовсе сменил номер телефона, после чего Сацуки, знавшая пароли от кредитных карт актера, потратила с его счетов $1 миллион. О том, что Крейг ушел к актрисе Рэйчел Вайс, стало известно позднее, а в 2010-м пошли слухи о нетрадиционной ориентации британца после его появления в гей-баре. Опровержением стала тайная свадьба с Вайс в 2011 году в Нью-Йорке. На церемонии присутствовали только свидетели и дети актеров от бывших избранников – дочь Крейга Элла и сын Вайс Генри. Дэниел и Рэйчел познакомились еще в 90-х, но долгое время их связывали лишь дружеские отношения, пока актеров не пригласили сыграть супружескую пару в психологическом триллере «Дом грез». А это, я вижу, новые подушки. Можно ее помять? Да, конечно. О боже, кто здесь? Папа дома! Папа пришел! Этот фильм вышел в 2011 году и провалился в прокате, получив также разгромные отзывы критиков, а Крейг получил гонорар $5 миллионов. В том же году Дэниел озвучил документальный фильм «Жизнь» и анимационный фильм «Приключения Тинтина. Тайна единорога». Также он появился в фантастическом вестерне «Ковбои против пришельцев», для которого похудел на 9 килограммов и получил гонорар $6 миллионов. А для роли журналиста Микаэля Блумквиста в фильме «Девушка с татуировкой дракона» с гонораром также $6 миллионов Дэниел снова набрал вес. А чтобы точно скрыть спортивную фигуру Крейга, костюмеры наряжали его в несколько слоев футболок и свитеров. Вы писатель? Да, я пишу биографию Гера Вангера. Я видел вас по телевизору. Сожалею. Неприятно. Третий фильм о Бонде с участием Крейга «007. Координаты Skyfall» вышел в 2012 году. В нем тоже не обошлось без травм. Дэниел во время съемок повредил мышцу на ноге. По словам одного из продюсеров картины, официальный паспорт Бонда, используемый Дэниелом Крейгом, это не просто бутафория, а подлинный документ, выданный Министерством внутренних дел Великобритании. Однако в целях безопасности паспорт закодирован информацией, которая разоблачит его при использовании в любой официальной сделке. 007 прибыл для несения службы. Почему не позвонили? Открытку не получили. Гонорар англичанина составил $17 миллионов, а еще $3 миллиона он получил в качестве бонуса. В том же году Дэниел Крейг появился в роли Джеймса Бонда в ролике для открытия Олимпийских игр в Лондоне, в котором он сопровождал королеву Елизавету II на стадион. В 2013-м актер вместе с супругой Рэйчел Вайс сыграл на Бродвее в спектакле «Предательство», который стал вторым по кассовым сборам в том году. За участие в очередном фильме Бондианы «007. Спектр», который вышел на киноэкраны осенью 2015-го, Крейг получил уже $25 миллионов и еще $5 миллионов в виде бонуса. При этом он вновь пострадал во время экшн-сцен. На съемках сцены погони в Риме актер сильно ударился головой, а в сцене рукопашного боя в поезде повредил коленный сустав. В
том же году Дэниел сыграл небольшую роль штурмовика в фильме «Звездные войны. Пробуждение силы». А в 2016-17 годах играл Яго в бродвейской постановке «Отелло». Следующей ролью Крейга в кино стала комедия 2017 года «Удача Логана» о двух братьях, совершивших ограбление во время гонки NASCAR. Это была очередная попытка отойти от привычного образа Бонда. И ради роли актер сменил имидж, осветлив волосы. Как оно? Как? Я перед вами красуюсь в казенной полосатой пижаме. Сам-то не догоняешь? Тогда же британец принял участие в озвучке сериала «Товарищ детектив» и сыграл в триллере «Лос-Анджелес в огне», действие которого происходит во время беспорядков 1992 года в Лос-Анджелесе. Но, несмотря на хорошую основу для истории и талантливый актерский состав, фильм получил низкий рейтинг одобрения, а критики охарактеризовали его как упущенную возможность. После свадьбы Дэниел и Рэйчел держали в тайне свою личную жизнь, поэтому СМИ начинали разговоры о разрыве каждый раз, когда знаменитости не появлялись вместе на ковровой дорожке. Эти слухи немного утихли в 2018-м, когда Vice объявила о беременности. Их дочка родилась в сентябре. Когда Крейга засняли несущего малышку в слинге, один британский телеведущий неожиданно раскритиковал его за потерю мужественности. На защиту актера встали многие пользователи сети, а Капитан Америка Крис Эванс отметил, что беспокоиться по поводу чужой мужественности будет лишь тот, кто ее лишен. В 2019-м Крейг снялся в фильме «Достать ножи», где сыграл частного детектива Бенуа Бланка и специально для роли выработал южный акцент. Но позвольте вас уверить, мое присутствие чисто декоративное. Вы найдете во мне почтительного, тихого, пассивного искателя истины. При создании этого образа актер вдохновлялся лентами об Эркюле Пуаро и мисс Марпл. Дэниел Крейг много раз заявлял, что устал от роли Джеймса Бонда и уходит из франшизы. Даже давал напутственное слово следующему актеру, кто возьмется за эту роль. Но после перерыва и отдыха он понял, что в истории остались незавершенные сюжетные линии, и согласился сняться в юбилейной 25-й и 5-й для себя серии «Бондианы. Не время умирать». Его гонорар составил $25 миллионов, но эта сумма, скорее всего, увеличится за счет бонусов. Релиз картины состоялся в конце сентября 2021-го. Съемки проходили на суше, в воздухе и на море в разных частях света. История не слишком благосклонна к тем, кто мнит себя богом. Одной из самых сложных оказалась сцена зимой в Норвегии, прямо на замерзшем озере. А на Ямайке во время прыжка Крейг получил очередную травму. Он повредил лодыжку и перенес операцию на ней. А за месяц до премьеры вышла документальная лента «Быть Джеймсом Бондом» о том, как проходили съемки «Не время умирать». В нем показали, как Дэниел произнес эмоциональную прощальную речь, поблагодарив всю команду фильма. После 15 лет в качестве главного киношного спецагента Крейг был удостоен звания почетного командующего военно-морского флота Великобритании за вклад в формирование позитивного образа британских ВМС и поддержку семей военнослужащих. Аналогичное звание носит и его экранный герой. Также, к завершению эпохи Крейга в «Бондиане», актер получил именную звезду на Аллее Славы в Голливуде у здания с номером 7007. О будущем франшизы об агенте 007 рассуждают не только фанаты, но и сам Дэниел. Так он заявил, что не хочет, чтобы Бонда сделали женщиной. По его словам, для женщин должны быть лучшие роли. Нужно создавать новых персонажей, а не просто превращать персонажа мужского пола в женщину. Еще в 2020-м Крейг заключил сделку с Netflix на съемке 2 сиквелов детектива «Достать ножи», которая принесла ему $100 миллионов. При этом значительная часть выплат – компенсация за упущенную выгоду от того, что фильмы выйдут на стриминге, а не только в кинотеатре. Также в планах у британца съемки в боевиках «Принцип насилия» и «Девушка, которая играла с огнем», сиквеле «Девушки с татуировкой дракона», а также в сериале «Пьюрити». Собственный капитал Дэниела Крейга составляет $160 миллионов. Из них почти 85,5 доход от «Бондианы», что сделало Крейга самым высокооплачиваемым исполнителем роли Бонда за всю историю. Помимо гонораров, роль спецагента принесла англичанину и крупные рекламные контракты со швейцарской часовой компанией «Омега»,
автопроизводителями Aston Martin и Range Rover, пивоваренной компанией Heineken. А вот от 5-миллионного соглашения с Sony, которые хотели, чтобы их смартфон появился в фильме «Спектр», Крейг отказался. Режиссер картины тогда сказал, что Джеймс Бонд пользуется только самым лучшим. Заработанные деньги актер не намерен оставлять своим детям, а планирует передать их на благотворительность. Он уже давно сотрудничает с различными организациями, занимающихся борьбой со СПИДом, помощью детям-сиротам, гендерным и этническим неравенством, а вместе с Рэйчел Вайнс на постоянной основе помогает ученикам из небогатых семей получать престижное образование в хороших университетах. С 2015 года он является послом ООН по вопросам ликвидации мин. О непубличной жизни британца известно мало. Из редких признаний в интервью понятно, что он хорошо готовит и вместе с женой любит пробовать блюда разных стран. Не афиширует Дэниел и свои татуировки, большинство из которых считает личными и скрывает под одеждой. А вот о чем актер говорит с большим удовольствием, так это о футбольном клубе «Ливерпуль», за который болеет с детства. Лучше всего страсть Дэниела к Ливерпулю характеризует история сэра Алекса Фергюсона, легендарного тренера Манчестер Юнайтед. Однажды он летел с матерью Крейга в одном самолете и пригласил ее сына на матч, на что она ответила: «Не думай, что он захочет смотреть на игру Юнайтед». Вместе с семьей Дэниел живет в таунхаусе в нью-йоркском Бруклине. Этот пятиэтажный особняк в историческом районе Кобл-Хилл 1901 года постройки площадью 613 квадратных метров они купили в 2018 году почти за $7 миллионов. При этом потребовалось какое-то время на ремонт, ведь за несколько лет до покупки там произошел пожар. В доме с высокими потолками 6 спален и 5 ванных комнат, просторная гостиная, кухня со столовой и патио на крыше. С 2011-го супруги владеют пентхаусом на Грин-стрит 20 в Нью-Йорке стоимостью $11,5 миллионов и площадью 404 квадратных метра. В 2012-м Крейг и Вайс за $6 миллионов приобрели квартиру на 15-м этаже в здании нового театра на 10-й Восточной улице в Бруклине. Но в 2019-м продали по той же цене. Еще одной нью-йоркской недвижимостью актера была квартира в Нижнем Манхэттене с одной спальней, ванной комнатой, гостиной и кухней стоимостью $1,9 миллиона. О его квартире в Лондоне известно немного. Ее Дэниел купил в 2008 году за 4 миллиона фунтов стерлингов, около $5,5 миллионов. А позднее немного поссорился с некоторыми из своих соседей из-за большого дерева, которое росло на его участке. Соседи заявили, что дерево повреждает фундамент дома своими корнями, и его нужно срубить. Чтобы разрешить спор, в ситуацию даже вынужден был вмешаться районный совет. Многие СМИ приписывают Крейгу покупку замка в викторианском стиле Делби Холл в графстве Линкольншир стоимостью $19 миллионов. Однако представители актера опровергли эту информацию. В коллекции автомобилей Дэниела были замечены Range Rover Sport, Lexus RX, Mercedes S-класса, Audi A6, Audi RS6 и Aston Martin Vantage Roadster ярко-красного цвета. Дэниел Крейг стал олицетворением переродившейся бондианы, пытающейся идти в ногу со временем. Поэтому неизбежная смена актера, играющего агента 007, вызывает как никогда бурные дискуссии. А как вы думаете, кто может стать следующим Джеймсом Бондом? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.